Привет, коллеги! В эфире Blondie Code. Я Аида Дроган, главный разработчик студии Silvercord VR, и сегодня я расскажу вам о сетевой архитектуре мультиплеера в Unreal Engine. Максимально простым языком, конечно же, с примерами из реальной жизни и картинками. Ссылка на исходники и текстовую версию статьи в описании к этому видео. Качайте, запускайте и экспериментируйте. Для тестов я предлагаю использовать стандартную Third Person Template в Unreal Engine, которую мы запустим в сетевом режиме. И если вы используете версию Unreal Engine 5.6 и у вас не работает мышь в сетевом режиме, то я оставлю ссылку на фикс. А если вы используете мое демо с GitHub, то у вас уже все работает. Чтобы запустить игру в сетевом режиме, нужно выбрать в редакторе netmod play as listen server и установить количество игроков не меньше 2. И если все прошло удачно, редактор откроет вашу игру в нескольких окнах. Одно окно это listen server, остальные это client. И первый закономерный вопрос: а что такое listen сервер и какой еще бывает сервер? И чем отличается происходящее на сервере и на клиенте? Listen server и client – это сетевые режимы netmods в Unreal Engine. Они отвечают за то, есть ли у запущенной копии игры полномочия authority, есть ли активный персонаж игрока, player-контроллер и pawn, управляемый им. И могут ли другие игроки присоединяться к этой копии игры? Давайте рассмотрим все сетевые режимы Unreal Engine. Standalone – однопользовательский режим. В нем есть один игрок, который имеет все полномочия на изменение мира и не может подключать к себе других игроков. Подходит для игр, рассчитанных на одиночное прохождение без подключения к сети. Dedicated Server – выделенный сервер. Готов к подключению клиентов, имеет все полномочия на изменение игрового мира, но не имеет активного игрока. Такой сервер запускается в фоновом режиме на серверной машине, не отрисовывает никаких графических эффектов и служит только для того, чтобы объединять игроков и следить за исполнением правил игры. Такое приложение нельзя запустить на обычном компьютере, чтобы пригласить друзей. Оно собирается из особой версии Unreal Engine и отправляется на сервер с хорошим железом и интернет-каналом. Именно такой тип сервера используется в серьезных многопользовательских проектах, в том числе и в главной витрине движка Unreal Engine Fortnite. С огромной вероятностью именно этот тип сервера не понадобится простому инди-разработчику, по крайней мере в начале карьеры. Однако, если вы хотите запустить свою игру в этом режиме, в редакторе можно включить галочку Launch Separate Server в разделе Multiplayer Options в Editor Preferences. В более старых версиях эта опция называлась Run Dedicated Server. Если после этого запустить игру, то оба окна или больше, согласно количеству игроков, будут клиентами, а сервер запустится в фоновом режиме. Listen Server – слушающий сервер или игрок-сервер. Имеет активного игрока, имеет все полномочия и ждет подключения других игроков. Это тот самый сервер, который вы запускаете, когда приглашаете друга в любимую игру для совместного прохождения, как, например, в Borderlands. Это такая же копия игры, как и у друга, присоединившегося по сети, но с правом управлять игровым миром и следить за его целостностью. Если клиент отключится, а затем подключится вновь, то весь прогресс его персонажа, весь лут, зачищенные локации и все остальное останется в том состоянии, в котором их оставил серверный игрок. И все сейвы игры будут у игрока, стартовавшего с сервера. Клиент – это игрок-гость на сервере. Все, что есть у клиента, это его персонаж, которым он управляет. Хотя здесь все не так просто. Технически управляет им сервер, а клиент только сообщает свои намерения сделать что-либо в игре, но об этом позже. А теперь давайте разберемся в самой сути сетевой игры. Мы говорили о неких полномочиях сервера, authority, которых нет у клиентов. Наглядный пример таких полномочий – это игра с другом, который приглашает вас присоединиться к своей игре. Если до этого вы играли локально в той же локации и зачистили всех врагов, то, присоединившись к игре друга, вы встретите их снова, потому что теперь вы стали гостем в чужой версии игры. Но отойдем на минутку от компьютера и представим себе теплую ламповую игровую сессию в подземелье драконы с настоящим мастером подземелья, картонными картами и пластиковыми фигурками. Теперь мастер подземелья – это сервер. И в зависимости от стиля игры и договоренности с игроками он может быть listen сервер, если создаст своего персонажа и присоединится к команде, или dedicated сервер, если будет просто управлять игровой сессией. Игроки должны беспрекословно подчиняться хозяину подземелья. И если DM говорит «я разрешаю так сделать», перебросить кубик, атаковать NPC или скрыться в ближайшем фонтане, то действие игрока засчитывается.
Но если игрок заявляет, что он призвал 50 драконов, чтобы спалить финального босса, мастер подземелья усмехнется и предложит кидать на инициативу и сражаться тем, что найдешь в своем инвентаре. Это и есть authority, право влиять на игровое окружение. Только сервер решает, что позволено игрокам, а что нет. А что с управлением персонажа? В Unreal Engine за фигурку отвечает класс A-Pawn. Это и есть фигурка игрока. Однако сам по себе Pawn ничего не делает. Фигурку должен кто-то двигать. И вот этот кто-то называется player-контроллер. В подземельях и драконах это мастер подземелья, который перемещает фигурки на поле согласно пожеланиям игрока. В игре это класс, который получает ввод с клавиатуры, мыши или геймпада. Игрок нажимает на клавиши, персонаж двигается, но контроллер в руках сервера. Сами анимации и первичное движение происходят на клиенте, но об этом позже. В тот момент, как игрок присоединяется к сетевой игре, его личный контроллер исчезает, и он передает свою фигурку в руки мастера подземелья. Клиент не обладает контроллером, но получает его копию. Происходит репликация с сервера. Движение его персонажа, как и движение всех остальных игроков на сцене, происходит на сервере и реплицируется клиентом через прокси. Autonomous Proxy – движение собственного персонажа, Simulated Proxy – движение чужих персонажей. Таким образом, у сетевых объектов есть следующие роли – состояние в реплицируемой сети. Authority имеет последнее слово состояние объектов и считается авторитетной версией. Эта роль обычно принадлежит серверу для всех реплицируемых объектов. Autonomous Proxy – объект, контролируемый клиентом, например, Pawn, принадлежащий игроку. Simulated Proxy – это реплицированные объекты, которые существуют на клиенте, но не контролируются им напрямую. Они получают обновления от сервера о своем состоянии, например, персонажи других игроков. В Unreal Engine один и тот же объект может находиться в разных состояниях в зависимости от того, является ли запущенная копия игры сервером или клиентом. Это и есть его роль. Все события, связанные с реплицируемым объектом, должны вызываться только на сервере. Для этого существуют проверки isServer и hasAuthority. В случае с hasAuthority почти всегда это сервер. Однако, например, projectile, пуля или снаряд в Unreal Engine спавнится на клиенте. У клиента есть authority для этого типа объектов, так как даже минимальный лаг при стрельбе был бы заметен, если бы требовался запрос на сервер. Однако траектория пули все равно проверяется сервером. Важное напоминание: если что-то описывается в тик, не забывайте проверять hasAuthority, и только в этом случае вызывайте логику в тике. Для Pawn также есть проверка isLocallyControlled. Она проверяет принадлежность персонажа данному игроку. Я обещала вернуться к движению Pawn и анимациям. Как же происходит репликация для этого процесса? Репликация движения персонажа готова из коробки, и, как правило, вам не нужно ничего править. Сама анимация движения отрабатывается на клиенте, однако сервер корректирует данные о местоположении персонажа и проверяет, точно ли клиент может здесь находиться. Так мы избегаем читов. Сервер получает данные о намерении клиента переместиться и подтверждает движение или отсекает попытки пройти сквозь стены, телепортироваться или улететь на Марс. Если это запрещено правилами игры, конечно же. Клиентская версия игры сама интерполирует движение между точками и запускает нужные анимации всех персонажей. С контроллерами и пешками разобрались. А что с остальными объектами в игре? Можно ли добавить на сцену нового актора так, чтобы его увидели все игроки? Что будет, если просто добавить на нашу сцену новый куб, например? А в демо есть актор, в котором есть компонент Static Mesh – куб. Давайте откроем блупринт уровня и заспавним этот куб по событию Begin Play после проверки условия isServer. Ожидаемо, что виден объект только в серверном окне, а клиенты просто его не видят. Но что будет, если клиентский персонаж попробует пройти через то место, где на сервере находится куб? Куба нет. Однако персонаж втыкается в невидимую стену. Используя наши свежие знания о репликации движения персонажа, мы легко можем объяснить это поведение. Сервер не дает клиенту разрешения пройти сквозь куб, потому что только сервер устанавливает правила игры. Мастер подземелья построил гору на пути игроков, правда, забыл принести фигурку, и гора есть только в вашем воображении. Но правило игры гласит: ты не пройдешь. А что будет, если клиент поставит кубик в этом же месте? Переключим спавн актора на ветку False.
Теперь все, кроме сервера, увидят куб, однако пройти сквозь него не составит труда. Сервер ничего не знает об этом препятствии, а у клиента нет права изменять правила игры. Игрок за столом может поставить на карту стаканчик с кофе и сказать, что это опасный вулкан, но хозяин игры просто переставит фигурки согласно своим правилам, а то и дебафнет игрока за такую наглость. Как же правильно решить эту задачу? Использовать репликацию объекта. У каждого объекта есть настройки репликации. Replicates – объект существует и на сервере, и на клиенте. Replicate Movement – положение актора в пространстве передается всем клиентам для движущихся и физически симулируемых объектов. В нашем случае достаточно только флага Replicates. И не забудьте вернуть условия из сервер для спавна этого актора. Если установить репликацию для куба на сцене, то все начнет работать синхронно. Препятствие будет видно и осязаемо для всех игроков. А что будет, если в актора добавить компонент, симулирующий физику? Например, пусть будет мячик, который игроки теоретически могут вместе гонять по сцене. Если сейчас запустить игру, то мячик будет виден всем игрокам, включая сервер. Однако погонять его вместе игрокам не удастся. В каждом окне мячик ведет себя по-разному, потому что физика компонента рассчитывается для каждого локального игрока независимо друг от друга. Даже при условии репликации самого актора компонент с физикой будет катиться по-разному для каждого игрока, превращая ваш футбольный мяч в чистое безумие. Решение этой задачи простое. Если в акторе есть компонент, симулирующий физику, этот компонент и все его родители должны иметь свойство Component Replicates. То есть в нашем случае нужно установить Component Replicates True и для сферы, и для Default Scene Root. Если после этого запустить игру, то мячик будет вести себя адекватно и для сервера, и для клиентов, потому что корректность физики проверяется сервером. А что если мы захотим добавить полоску HP над головой игрока? Обычно это делается через виджет-компонент и две переменные – Current HP – текущее здоровье игрока и Max HP – максимальное здоровье. Максимальное здоровье установим равным 100. В демке есть виджет под названием UI Health. Затем этот виджет я поместила в компонент над головой игрока, установила виджет-класс равным UI Health и Space равным Screen, для того, чтобы виджет всегда располагался лицевой частью к игроку поверх 3D-объектов, и размер полоски 100 на 10. Внутри виджета UI Health я разместила Progress Bar, компонент для отображения заполняемого индикатора. Давайте для теста добавим событие по нажатию клавиши 1, по которому отнимем 10 очков здоровья у текущего игрока и обновим полоску здоровья. Запустим игру и попробуем нажать на волшебную клавишу в клиентском окне и на сервере. Очевидно, что в сетевом режиме игрок видит изменения только на своей полоске HP. Как сделать так, чтобы ее видели все? На помощь придут реплицируемые переменные. Их нужно объявить replicated, чтобы все игроки видели корректные значения. Однако, если просто сделать current HP реплицируемым и изменить ее на клиенте, результат не появится. Почему? Потому что, как мы помним, только сервер может изменять правила игры. Клиент никаким образом не сможет изменить свое здоровье без разрешения сервера. Придется обратиться к тяжелой артиллерии – RPC – Remote Procedure Calls. Эти функции позволяют клиентам запросить разрешение сервера на какие-то действия, а также позволяют серверу давать команды всем клиентам. В Unreal Engine есть три основных типа RPC. Run on Server – клиент отправляет вызов на сервер, например, запрос на выстрел или изменение здоровья. Multicast – вызывается на сервере и отсылает команду всем клиентам, например, показать эффект выстрела или бафа. Эти вызовы дорогие, и их стоит минимизировать. Run on Owning Client – сервер вызывает RPC только для конкретного клиента, владельца PON. В случае с изменением очков здоровья игрока нам потребуется событие типа Run on Server. Именно в нем разместим логику изменения Current HP. Также установим флаг Reliable. Для Remote Procedure Calls существует концепция надежности. Reliable означает, что вызов гарантированно дойдет. Данные будут посылаться другой стороне повторно до тех пор, пока не будут получены, если опция Reliable включена. В противном случае попытка пересылки данных одна, и нас не волнует, будет ли реально обновлена переменная или вызвана функция. Reliable функции будут складываться в буфер до их исполнения, и если буфер будет переполнен, клиент будет отключен.
Поэтому необходимо следить, чтобы серверные reliable функции не вызывались слишком часто. Например, для выстрелов можно добавить таймер, чтобы не триггерить события каждый кадр. Что может быть unreliable? Косметические эффекты, вроде частиц звуков. Также движение в Unreal Engine является unreliable, так как синхронизация движения происходит каждый кадр, и вероятность переполнения буфера reliable переменных на сервере слишком высока. А как мы помним, при переполнении буфера клиент просто будет отключен от игры. Для движения есть собственный буфер, где старые записи стираются, чтобы не переполнять сеть. В случае с обновлением переменной здоровья игрока, конечно, выбираем reliable. Но даже после этого на клиенте визуально ничего не происходит. Полоски актуальны только для сервера. Неужели на клиенте ничего не происходит? Давайте добавим в тик log, который выводит значение переменной current HP каждые полсекунды, и запустим игру. Мы увидим, что каждая копия игры знает актуальный показатель здоровья каждого игрока. Конечно же, если что-то описываете в тик, не забывайте проверять has authority, и только в этом случае вызывайте логику в тике. Осталось изменить саму полоску. И логично предположить, что ее изменение должно происходить каждый раз, когда изменяется переменная current HP. Можно забиндить ее изменения в самом виджете, на переменной percent для progress bar. Но лучше использовать rep_notify. Объявить переменную current HP с rep_notify, и Unreal Engine автоматически создаст функцию, которая вызывается каждый раз при изменении переменной. Для производительности лучше использовать репликацию переменных и rep_notify функции, а не RPC, так как это событие вызывается только на клиентах. Давайте добавим Event Dispatcher для изменения очков здоровья с инпутом, равным текущему проценту здоровья от максимального, чтобы вызывать его внутри onRep_notify. Если вдруг вы не помните, как создать диспетчер события и передать в него какие-то переменные, я быстренько покажу это на примере. Кликаем на плюс в секции Event Dispatchers и в разделе Details описываем инпуты. Передать можно любые типы данных, которые позволяют описать движок. Можно добавлять инпуты и удалять, если они не нужны. Вернемся к rep_notify функции. Каждый раз, когда переменная current HP будет менять свое значение, она будет срабатывать и оповещать игру об изменении показателей здоровья. Передаем текущий процент заполнения полоски. Теперь останется подписаться на диспатчер при создании виджета и описать логику изменения полоски HP. У класса виджета есть переменная owner типа BP Third Person Character, в которую очевидно передается персонаж игрока, над которым эта полоска появится. Также здесь есть биндинг события onHP_updated, который сообщит нам, когда здоровье игрока изменится, чтобы увеличить или уменьшить заполненность полоски HP. И событие setBarPG для установки цвета полоски, которое можно вызвать, например, из класса персонажа. Для наглядности перекрасим полоску своего персонажа в другой цвет, выполнив проверку из locally controlled. То есть игрок будет видеть только над своим персом индикатор другого цвета. Теперь, если запустить приложение, все полоски HP будут изменяться синхронно у всех клиентов и на сервере. Вот так такая простая на первый взгляд задача решается в мультиплеерной архитектуре движка. Осталось понять, как ведут себя основные классы Unreal Engine в концепции сетевой игры, что именно реплицируется, а что существует на сервере, и как данные передаются между ними. Game Mode отвечает за правила игры. Когда и кому засчитывать победу, что делать в случае смерти игрока, сколько очков опыта получил игрок за свой квест и тому подобные вещи. Существует только на сервере, на клиенте его нет. В сетевом шутере именно этот класс считает фраги и решает, когда раунд окончен, а в Battle Royale определяет последнего выжившего и отдает ему победу. На клиент не реплицируется, однако общается с игроками через GameState, чтобы передать правила игры. В случае с нашей ламповой сессией «Подземелья и драконы» это свод D&D правил, к которому обращаются ведущие игры. GameState – текущая информация о матче, которая нужна всем игрокам. Хранит публичные данные, счет игры, оставшееся время, кто победил и так далее. Реплицируется всем клиентам. Только сервер может обновлять GameState, а все клиенты видят изменения. Player State – данные конкретного игрока, например, никнейм, очки, команда – создается для каждого игрока. Сервер обновляет Player State и реплицирует только тем клиентам, кому нужно видеть других игроков. Player State – это стикер, приклеенный к фигурке вашего героя, на котором хозяин подземелья может написать его уровень, имя и класс. Именно благодаря Player State игроки могут узнать информацию друг о друге.
Player-контроллер – класс, который получает input с клавиатуры мыши или геймпада. Управляет фигуркой игрока на сцене, pawn или character. Есть у каждого игрока на клиенте и на сервере. Однако авторитетный только серверный контроллер, и именно сервер решает, может ли игрок находиться в том или ином месте на карте. Клиентский контроллер принимает ввод и отправляет серверу. Pawn – тело игрока, его фигурка на поле. Тот самый объект, которым управляет контроллер. Реплицируется всем. У каждого pawn есть владелец – player-контроллер. Widget – UMG, раньше HUD – класс для рисования интерфейса. Прицел, счет, индикаторы. HUD живет только на клиенте и не реплицируется. Он существует только у локального игрока, а сервер ничего не знает про прицел или карту. Что еще не реплицируется и существует только для локального сервера? Анимация, частицы, звуки в большинстве случаев не реплицируются и вызываются на локальной машине. Например, при движении персонажа реплицируется movement data, speed, jumping status, но не сама анимация. Анимацию воспроизводит локальная машина игрока. В заключение напомню, что задача грамотной сетевой архитектуры – максимально разгрузить сервер и реплицировать только необходимые данные. При этом важно не потерять ключевую информацию, чтобы игра выглядела одинаково для всех игроков. Надеюсь, что мой краткий обзор помог вам разобраться с основами репликации в Unreal Engine. Если так, то буду рада лайкам, комментариям, подпискам и звездочкам на GitHub. Не забывайте заглянуть на сайт моей студии и на страничку в Steam с нашими играми. Благодарю за внимание и желаю вашим серверам стабильного онлайна.